Kinetic Hopper 4G+, но 1,3 ГГц двухъядерный, но суть-то не в том. Это 4G, у нас вот такой вот прикольный роутер с двумя симками. Вот я их сейчас достаю как раз, видите, две симочки достал. Покажи, пожалуйста, лисичка. Да, они не работают одномоментно, они работают поочередно, то есть не будет такого, как в смартфонах, но при этом это Cat6 модем, который здесь встроен, и я мог бы об этом рассказывать долго, но на самом деле здесь модем встроен в M2 в слот, вернее, через M2 слот вставлен. А это знаете, что означает? Это означает, что его можно к чертовой матери поменять, этот модем. Его апгрейднуть нахрен, просто-напросто раскрутив и поставив классный какой-нибудь модем. Ну, я не буду здесь рекомендовать, потому что у каждого предпочтения свои, но при этом можно получить апгрейдженную версию. При том, что я только вот делал, ну дайте мне, пожалуйста, вот такой вот, опа, Kinetic Hero 5G, который является изначально 5G модемом, у него там 4 вот этих вот антенны для мобильного, скажем так, интернета, 2 внешних для Wi-Fi и 1 внутренняя для Wi-Fi. Так вот, это брат-близнец, по сути, только гигабитный. И у него точно так же 3 антенки для Wi-Fi, здесь у нас 1 внутренняя еще есть, а 2 съемных на SMA коннекторах для 4G. По факту ты можешь сюда поставить внешнюю антенну, вынести на здание, допустим, на улицу, и у тебя будет вообще отлично. И это уже про полное, скажем так, резервирование. Это когда ты можешь сделать мультиван, зарезервироваться, на 2 4G зарезервироваться, и у тебя будет просто ты вот защищен, в принципе, от любых обрывов. Это вот классно, когда тебе надо непрерывно работать. При том, что учитывая наличие там туннелирования различных различных VPN-сервисов, серверов, клиентов, ты можешь делать все, что угодно. И это Wi-Fi 6, роутер с индексом скорости AX3000. Насколько он по покрытию, сейчас выясним, конечно же. Мы выясним базовые скорости, выясним, что у него интересного есть. А интересно, у него еще есть USB-шечка 3, правда, 1, но при этом ты можешь через нее организовать и сам сервер, и сервер печати, допустим, и еще и роутер. Еще один модем подценить, хотя зачем, откровенно говоря, не знаю. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас его распакуем, конечно же, потестируем его скоростя, потестируем покрытие и посмотрим очень бегло, что же там внутри самой этой Kinetic OS, которая одна из самых интересных на рынке. Но при этом это не будет сугубо технический обзор. Да? Мы сделаем больше потребительский обзор, для того, чтобы вы в общих чертах понимали, что это за роутер, а не, допустим, ударились в какую-то техничку, которая сейчас, например, никому не интересна. Поэтому подписываемся, нажимаем колокольчик, ссылки на него в описании под видео, а мы с вами переходим дальше и, конечно же, будем уже заниматься вот этим вот роутером. На канале Технозон. Поехали. Технозон. Kinetic Hopper 4G. Купил тоже во Франкфурте. 2 симочки. 4G плюс интернет до 300 мегабит. И давайте посмотрим, что у нас тут есть. Опять же, 1000 мегабитный вход у нас, как видите из схемы. 4G 300 мегабит. И есть у нас расширение, в принципе, поддержка Mesh. Это то, что сразу заявляют. Так, вскрываем. Достаем. Та-дам! Сразу хочу обратить внимание на блок питания. Европейский, 12 вольт, 2 ампера, 24 ватта. Патч-корд и 2 антенки. Почему они отсоединены? Потому что они являются у нас антеннами для 4G. Пожалуйста. Вот таким вот образом. Есть у нас гигабитные порты, 5 штучек. Ну, как вы понимаете, в Kinetic говорить, какой из них какой, бесполезно, потому что порты у нас настраиваемые. Каждый порт может быть как WAN, так и LAN. Давайте закрутим их. Угу. Супер. Вот так это выглядит. Теперь эти антенны отвечают у нас за Wi-Fi. Есть у нас 2 SIM. Видите, поддержка 2 симочек. Есть кнопки Function. FN одна у нас кнопка, и есть один USB выход, или вход, вернее, на стандарта 3.0. Все, вот все, что есть. Есть у нас кнопка Wi-Fi и, конечно же, стандартная панель светодиодная. В принципе, можно уже переходить, обсуждать и тестировать дальше.
Мы на фирменном сайте Kinetic.ua, и вот смотрите, Kinetic Hopper 4G, новинка, AX3000 Mesh. Все как бы красиво описывают, и сразу же намек на то, что вместо двух антеннок можно поставить внешние антенны. И это действительно улучшит позицию. Скоростной интернет 4G плюс в любом месте до 300 мегабит в секунду. Ну, мы с вами уже обсудили, да, насчет 300 мегабит и ограничений. Наслаждайтесь круглосуточной связью, улучшенный Mesh Wi-Fi с бесшовным роумингом, это все понятное дело. Сегментация сетей, и защитите себя с помощью функций кибербезопасности и родительского контроля. А чего у нас тут нового? Ну, смотрим, что нового. Видите, они прям Kinetic Hero 4G, Kinetic Hopper 4G. Так вот, здесь более новый процессор. Это, кстати, опять же тот же самый Filogic 820. Здесь 512 мегабайт DDR4 памяти. Где-то я это уже видел. Прям похоже на Hero 5G. На базу именно Hero 5G. Там было 256 мегабайт, это такое продолжение себе. 256 мегабайт у нас Dual Image, это у нас флеш-память AX3000, индекс скорости. 5 ГГц одна встроенная антенна, плюс 2,4 плюс 5 ГГц две внешних антенны, то есть здесь 3 антенны по сути. И 5 портов по 1 гигабиту. Встроенный модем ASR 1828, который можно, честно говоря, заменить. Вот такая вот фишка. Смотрите, 2,4 гигабита по 5 ГГц. Ну, это суммарная скорость всех возможных, канальная скорость всех возможных устройств. 3T3R у нас формула MU-MIMO со 160 МГц. Маршрутизация 900 мегабит в секунду. Это в L2TP и PPTP. Пропускная способность WireGuard 460 мегабит в секунду. И чтение с USB диска у нас 110 мегабайт в секунду. Вот по вот этому моменту технических характеристик, а давайте-ка я сразу это все проверю. И вот по Samba протоколу, то есть Samba сервер у нас обеспечивает, сейчас, давайте вот заменить файл, вот обманули, 111-112 мегабайт. Вот обманули, написали до 110, а он выдает 111-112 мегабайт. Ну что такое? Ну вообще да, все соответствует, все идеально. По скоростным характеристикам портов. У нас заявлено 5 гигабитных портов. Давайте сразу проверять порты LAN и WAN, потому что у нас по сути с WAN заходит на LAN, выходит на тестовый сервер. И у нас чистый гигабит. То есть вот абсолютно ровный график, идеально работающие порты. Без каких-либо проблем. 985 на загрузочку, и давайте смотреть, вот, в принципе вы увидите то же самое на выгрузку, потому что по факту мы имеем очень-очень стабильно работающее вот именно LAN соединение и WAN соединение в том числе. 950 на выгрузку. Теперь мы тестируем, смотрите, 5 ГГц сеть, 2.4 Connect, Wi-Fi 6. Давайте запускаем тест возле роутера, мы сразу будем тестировать и покрытие, и мы имеем по сути по Wi-Fi 5 ГГц тот же самый гигабит. То есть все четко. Вообще четкий график, ровный, Wi-Fi, ничего, нет никаких наводок. Давайте 979,9, 980, да, фактически как и LAN порт. И сейчас на отдачу посмотрим. Если там видите прыжки выше 1000, это кэшевые пакеты, которые из кэша выводятся быстрее, чем гигабит. Это не значит, что сам по себе Wi-Fi больше гигабита. Вот вам реальная цифра Wi-Fi 975. Теперь мы с вами идем в зону номер 2, это зона 1. Если вам интересно, то я вам вот разместил план, вы сейчас видите. Это зона 2, у нас помещение 160 квадратных метров, плюс этажность есть, мы и на другом этаже померяем. В зоне 2 у нас получается тоже фактически гигабит. Это 2 стены, 2 двери. Давайте 972, слушайте, ну вообще просто прекрасно. Но на отдачу тут уже будет посложнее, потому что все-таки на прием там транслирует роутер, а здесь он должен достучаться от телефона. Здесь больше уже от телефона зависит. Давайте 600, ну средняя 600 сейчас будет, ну давайте ставим ставочки, 637, отлично, идем в зону 3. Вот, пожалуйста, следующее помещение нашей студии, это зона 3 на плане. Мы тестируем и получаем здесь, да что ж такое, практически то же самое, да?
Ну, чтобы вы понимали, если у вас будут жесткие бетонные перекрытия, то, конечно же, там коэффициент падения будет совсем жесткий. Объясню. Дело в том, что роутеры — это не пробивающее, не ионизирующее излучение. Это огибающее излучение, поэтому вот будет картина другая, если у вас жесткие бетонные, там супер толстые бетонные стены. Там будет совсем все по-другому работать. Но мы вам показываем на наших примерах. А давайте пойдем на нижний этаж. Так, мы на нижнем этаже, это зона 4, то есть мы спустились. И, кстати, вам сейчас лисичка покажет от этого места. Это, кстати, очень, тут жесткое бетонное перекрытие, кстати. Жесткое бетонное перекрытие. И вот то, что оно сюда достреливает, это вообще удивление. То есть это межэтажное бетонное перекрытие в капитальном здании. 312, это прям отлично. На, давайте, куда он там достучится, на 100 с чем-то, или даже на 200 с чем-то. Ну вот сейчас она пойдет, и вы поймете, насколько далеко находится роутер и насколько он хорошо работает. Ну давай, лисичка, ну пройди, сейчас она вот идет. То есть это вот нижний этаж у нас. Сейчас. Давайте здесь. Вот аж здесь у нас находится роутер. При том, что он туда добивает. Это прям очень хороший результат. Как вам? Нормально. Давайте проверим 2.4. И вот он прям возле роутера. Мы подсоединяемся к 2.4, вводим пароль. Смотрим на режим сети. Wi-Fi 6 с коннектом 573 мегабита в секунду. Отлично, как заявлена канальная скорость, так и держит. Давайте пробуем тест скорости возле роутера. 280 под 300 мегабит. 281 фактически. И здесь у нас на отдачу даже немножечко выше, под 400. Ну, очень хороший показатель. Это я пиковые значения вам говорю. Очень неплохой показатель. Давайте. 269. Отлично. Идем в зону 2. В зоне 2 смотрим на тест скорости. 207 на загрузочку. Неплохо очень даже. И где-то, ну давайте, 100 с чем-то будет на выгрузку. 150, возможно, средняя. Или 130. И смотрим третью зону. Давайте. 190, 200. Ух ты, там была пиковая, такое прострелила на 350-400. Такой пик прикольный. И перешло на 230. Но это очень неплохо. Давайте дождемся четвертой зоны. Мне вот обычно, знаете, 2.4 это очень мусорный диапазон. И, честно говоря, вот я всегда удивляюсь, когда роутер что-то еще более-менее нормальное выдает в 2.4 диапазоне. Потому что для меня, честно говоря, вот 2.4 уже ну совсем устарел. На нижнем этаже через бетонное перекрытие. Давайте пробуем с вами. Я вообще удивлюсь, если хоть что-то покажет. Да ладно. 70, 50, 70. Вот такое, знаете, прыгающее чуть-чуть, но не меньше 50. Это прям очень-очень неплохо. Давайте 66, 60 средняя. На отдачу он даже получше, чем на прием. Есть. Вы знаете, как эталон на 60 на 60. Так, а что они заявляются у нас по модему? Максимальная скорость в сети на базовом модеме до 300 мегабит в секунду. Кстати, заявлен модем CAT6. Съемные мобильные антенны с разъемами SMA 2 по 4 dBi и 2 слота NanoSIM. Ну, все вот эти вот банды, вы можете, частоты, можете посмотреть конкретно в описании под видео по ссылочке перейдя и просто-напросто для себя сложить какое-то понимание. Но я вам скажу сразу, два модема не работают одновременно. Они активируются с вашим участием, скажем так. Вы можете выбирать либо один, либо другой, но две карточки туда поставить можно. А теперь давайте протестируем 4G. Конечно, в Запорожье мне будет тяжело получить какие-то нормальные результаты. Он стоит просто у меня на окне, но при этом он выдает 50 мегабит. Ну, те, кто живет, допустим, в Запорожье, в Украине, они понимают, что при нашей ситуации это вообще просто идеальный показатель. Можно использовать как единственное подключение, кстати, 48 на 35. Вот в данном месте мой телефон выдает максимум там 20-25 мегабит, потому что ну, очень тяжело со связью именно с 4G. Конечно же, в больших областных центрах по типу Львова, Киева, там, Одессы там будет намного интереснее, но при этом мы видим результат, то есть он просто работает. Мы здесь констатируем, что он работает. И в реально больших центрах с большим развитием 4G это будет работать по-другому. Но вы можете реально заменить модем, потому что на M2 стоит сам по себе
модуль. Это прям круто. Очень много тут еще расписывают различных фишек, которые функции протоколов, но вы это сами можете, в принципе, пойти посмотреть. Давайте бегло теперь посмотрим на сам интерфейс управления, который является одним из самых интересных на рынке. Это Kinetic OS. И если вам интересно, найдите огромное количество обзоров Kinetic OS и его возможностей. Здесь мы сразу видим на системном мониторе, то, что там интернет у нас через подключение Ethernet у нас мониторится, но у нас есть еще и мобильный оператор связи SIM1, есть у нас SIM2, который сейчас слот сим-карты не активен, хотя статус сим-карты она в ожидании на текущий момент, а сим-карта первая готова, но мы при этом можем посмотреть метрические сигналы, метрику сигнала, то есть 4G+, у нас, пожалуйста, есть он в агрегации сейчас Band 3 плюс Band 1. Агрегировать две карточки, к сожалению, нельзя, и вот здесь вот расписано все полностью по сигналу и по температуре самого модема, кстати, все эти доступы есть. Также здесь мы можем выбрать с вами тип сети и провести кое-какие быстрые настройки. Но дело в том, что прикол в том, что здесь конкретно вы можете выбрать как основное подключение, резервирование 1, резервирование 2 и тип подключения работает постоянно, либо по требованию. При том, что если вам, например, необходимо отправить смс, вернее получить смс, либо отправить, то здесь у вас тоже есть такой момент, вы можете использовать интерфейс роутера и также отправлять запросы USSD. Если вы не знали, что это такое, то в принципе это, вот, знаете, как вот звездочка, решеточка, 101, решеточка, вот такие вот тоже штуки работают. В разделе кабель Ethernet вы можете назначать, в принципе, на любой порт либо провайдера, либо там ТВ-приставку телефония, вы можете менять порты. Конечно же, использовать провайдер 2, то есть по факту делать Double WAN для резервирования. Давайте покинем. У вас есть возможность использовать протоколы PPPoE, PPTP, L2TP для подключения. И, конечно же, есть еще такая штука, как подключение к интернету через публичную соседнюю сеть Wi-Fi, так называемый WISP. Wireless Internet Service Provider. Классная тема, потому что вы можете по сути подключиться к любому провайдеру, к любому роутеру другому на Wi-Fi, и он просто-напросто будет их ретранслировать как обыкновенное WAN подключение и давать его, например, раздавать через LAN сеть, да, там, и дальше уже там можно через Mesh его дальше ретранслировать. Это очень классная тема. В других подключениях мы с вами видим VPN, мы видим подключение IPv6. Есть у нас варианты приоритетов подключений. В моих сетях и Wi-Fi, конечно же, есть у нас отличный список клиентов. То есть в том плане, что здесь видно и сегмент, и подключение. То есть сколько он сейчас канальной скорости берет, в каком режиме, сколько мегагерц. Да, там мы можем его управлять этими устройствами, можем политику по умолчанию. Мы можем использовать различные политики, в какие к нему применять разрешенные для подключения диапазоны Wi-Fi, переадресацию портов для каждого устройства делать отдельно. Ну и, конечно же, основная сеть, где мы можем управлять, допустим, вашими Wi-Fi сетями, где, например, в 2.4 вы можете выбрать от каких-то, допустим, стандартов 802.11b древнючих, потом там какие-то у нас идут миксованные BG, BN, можно N отдельный, можно BGN, можно NAX и GNAX. И можно вообще все BGNAX. То есть по факту у нас Wi-Fi 6 в 2.4 работает. Кстати, он у нас поддерживает от 1 до 13 канала. Тут в принципе ничего такого у нас нет экстраординарного, и есть поддержка WPA3. Так, а в беспроводной сети 5 ГГц тоже мы видим все управления вот этими функциями FDMA, UMIMO, различные там Airtime Fairness, фишками Wi-Fi 6, есть миксованных режимов куча, и, конечно же, каналы от 36 до 165, включая DFS каналы. Можно работать с гостевыми сетями, Wi-Fi система, это имеется в виду управление Mesh, а в защите вы можете поставить себе, например, интернет-фильтры, там различные DNS-резольверы по типу AdGuard, Clean браузинга, можете установить Cloudflare, можете дополнительно установить. Есть межсетевой экран, который применяется для любого типа подключения. Переадресация портов, маршрутизация, свое доменное имя, а это так называемый KIN DNS. Вы можете, конечно, использовать DNS обыкновенный, а можете использовать KIN DNS, это фирменный сервис Kinetica, где вы можете назначить ему отдельный домен и с
с любой точки мира заходить в свою домашнюю сеть, в свой роутер и управлять им. Конечно же, есть стандартные контроли доступа Wi-Fi. А в настройках системы вы можете, например, изменить набор компонентов. Вы можете установить дополнительные языки, и набор языков достаточно широкий. Вы можете установить, например, те же самые там NextDNS, SafeDNS, это те же самые резольверы. Вы можете установить различные VPN-серверы, а это очень важно, потому что он поддерживает, там, допустим, вот смотрите, можно поставить PPTP, SSTP, L2TP, IPsec, IPsec VPN-сеть и клиент L2TP, IPsec VPN. Можно OpenVPN поставить. Можно установить различные туннелинги, потому что с туннелированием здесь тоже все отлично. То есть для, допустим, удаленных каких-то рабочих мест, если вам нужно затуннелироваться до вашего офиса и работать во внутренней сети офиса на удаленке, то этот роутер вообще идеален. Потом дальше, что у нас тут? Различные сервера, интерфейсы, файловые системы. Кстати, насчет файловых систем и DLNA, здесь, знаете, тут еще много чего. Можно обновить встроенный модем. Давайте перейдем вот в системный монитор. Я вам хочу показать еще, смотрите, у нас же есть USB приложения, вот USB диски и принтеры и отдельные приложения. Давайте USB диски и принтеры перейдем. Вот мы видим подключенных два. Тут подключена у нас медиатека DLNA. Мы можем включить медиатеку DLNA, допустим. Ну, правда, к ней придется еще и включить для сегментов, для всех, чтобы он отображался. Также у нас здесь есть сервер Samba. Можно использовать, поднять личное облако через сервер WebDAV. Можно поставить сервер AFP. Можно Transmission установить. Это BitTorrent клиент Transmission, которым, кстати, можно управлять через внешний интерфейс. VPN-сервер PPTP, WireGuard VPN-сервер, VPN-сервер IPsec, IKEF1 IPsec, тут IKEF2. Можно VPN-сервер SSTP, можно L2TP IPsec, VPN-сервер. Короче, дофига всего на самом-то деле. И всех возможностей в одном обзоре ты вообще не покажешь. А вот видите, у меня есть в Windows Media Player Legacy. Можем выбрать и просмотреть что-нибудь с самого диска, который подключен к Кинетику. Пожалуйста, вот тестовый ролик, который мы используем, и вы можете смотреть свою медиатеку, например, фотографии, музыку, там различные фильмы, ну или видеофайлы, будем их так называть, например, через Transmission закачали, поставили, и он у вас через медиатеку DLNA раздает. И вы можете это просматривать на смарт-телевизорах, на смарт-ТВ-боксах. Это очень удобная тема на самом деле. Слушайте, можно было бы рассказывать много и про многопользовательский доступ, но цель этого обзора чисто потребительская. А с учетом того, что можно менять здесь модем, то вот просто вообще топовый роутер получается. Пошли, наверное, сделаем выводы. В качестве выводов скажу, классная тема. Я вам скажу, это прям вот, я бы считал бы даже конкурентом Hero 5G, потому что, поменяв модем, вы можете прокачать этот роутер и получить ничуть не хуже, чем тот же самый Hero 5G. Вот серьезно вам говорю, это очень прикольно. Поэтому мои рекомендации есть, вот прям классный роутер. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.